Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео буду рассказывать, как связать шапку с узором из перекрещенных петель. В предыдущем видео я подробно показывала, как вязать этот узор, как вывязывать перекрещенные петли, чтобы сформировать такой интересный узор. Узор вяжется по кругу, поэтому он отлично подходит для вязания шапок. В этом видео буду подробно рассказывать, как сделать расчет, сколько набрать петель. Я вяжу шапку на 56 размер головы, какую пряжу, какие спицы использую, а также как сделать убавление на макушке, чтобы сформировать вот такую красивую пышную макушку. Итак, переходим к вязанию. Дорогие друзья, если вам понравился этот узор, понравилась эта модель, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем еще вязать много интересных, красивых вещей на осень и зиму. В первой части я показывала подробно, как вязать этот узор по рядам. Всего раппорт узора в ширину составляет 10 петель, в высоту 20 рядов. Переходите в видео по подсказке или внизу по видео по ссылке и вяжите этот узор. А в этом видео я буду подробно рассказывать, как связать таким узором шапку, как рассчитать количество петель и как связать, как сформировать макушку, какие нужно сделать здесь убавления. Макушка тоже получается довольно пышная. Она вот так собирается. Здесь будет красиво смотреться помпон, если хотите сделать. И вот так классно смотрится узор. На второй шапки я буду делать корректировки. Я вяжу шапку на 56 размер. Далее расскажу о пряже, спицах. Вот в ширину у меня шапочка получается 23 сантиметра. В высоту до верхней части макушки тоже примерно 23 сантиметра. Но вторую шапку я буду вязать буквально на 1,5-2 сантиметра больше резинку. Мне хочется сделать здесь вначале побольше резинку после примерки. Но в целом также поменяю еще спицы. Здесь я вязала шапку в начале для резинки. Использовала спицы номер 4, круговые спицы для шапки. И далее вязала узор спицами номер 5. Но для этого узора хочется немножко прибавить объем после резинки. Как вы видите, он за счет перекрещивания петель полотно немножко как бы стягивает, поэтому я при вязании второй шапки буду использовать спицы номер 6. И для вязания шапки я использую пряжу Alize Superlana Maxi. Здесь моточек 100 грамм, в нем 100 метров, довольно толстая пряжа. Рекомендованные спицы здесь номер 8-10 даже. Но я более плотную вязку хочу получить, поэтому у меня для вязания резинки спицы номер 4 и для вязания основного узора спицы номер 6. Состав пряжи 75% акрил, 25% шерсть. Если вы будете использовать другую пряжу, то, конечно же, необходимо связать образец и рассчитать плотность вязания, затем по плотности вязания рассчитать, сколько вам необходимо набрать петель для вязания шапки на свой размер. У меня плотность вязания, в принципе, можно плотность вязания для шапки рассчитывать по резинке. Главное, чтобы у вас в начале резинка была связана по обхвату головы. И далее уже узор вы меняете спицы при вязании узора, то есть он уже шапка вам будет по размеру. У меня плотность вязания резинки в 1 сантиметре 2 петли. Раппорт узора, один раппорт примерно 5 сантиметров. Тут даже 4,5 сантиметра получается. Всего для вязания шапки я набирала 90 петель на 9 раппортов узора. 9 повторений рисунка по кругу. Здесь, кстати, нет заметного перехода от начала и завершения вязания, только можно здесь заметить по небольшой ступеньке в начале вязания резинки и здесь вот начало ряда и завершение ряда.
Итак, приступаю к вязанию. Приступаю к вязанию шапки. Кстати, я не сказала про расход пряжи. На шапочку вот первую у меня ушло примерно 120 грамм пряжи, на вторую, думаю, уйдет чуть больше, так как здесь я меняю спицы и буду чуть больше вязать резинку. Ну, в общем, если вы будете вязать тот же размер и теми же спицами, то у вас примерно 1,5 мотка уйдет на шапку. И для вязания резинки, как я и говорила, использую спицы номер 4, спицы номер 6, пока откладываю. Далее для вязания основного узора. И начинаю набирать петли. Набираю петли обычным классическим способом. И всего мне необходимо набрать, как я рассчитала, 90 петель. Я сделала набор петель, всего 90 петель набрала, и еще плюс одну петлю набираю, но эта петля уйдет при соединении наборного ряда в кольцо. Теперь первую петлю снимаем, дополнительно набранную петлю перекидываем через первую петлю снятую, возвращаем обратно первую петлю на левую спицу, подтягиваем хвостик и начинаем вязать резинку. Чередуем лицевую петлю и изнаночную, лицевую и изнаночную. Обязательно проверяйте, чтобы у вас наборный ряд не был перекручен при соединении ряда в кольцо. И далее этот хвостик нити необходимо утянуть будет наизнанку и там его замаскировать в петлях. Но это уже после провязывания нескольких рядов резинки. Провязав первый ряд, здесь, кстати, не забудьте в самом начале поставить маркер. Обязательно ставим маркер перед первой петлей, так как далее мы будем выполнять круговые ряды, и завершение и начало нового ряда будет незаметно. Итак, продолжаю вязать первый ряд, второй ряд вяжем петли по рисунку, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные, и вяжем резинку 1 на 1. Если здесь я провязала буквально 8 рядов, и у меня резинка получилась 4 сантиметра, но хочу сделать резинку повыше, примерно вот на 5 сантиметров, то есть буквально на 2 ряда буду вязать резинку больше, то есть 10-11 рядов резинки я провяжу. Итак, провязав в начале резинку на нужную ширину планки, у меня почти 5 сантиметров провязано. Последний ряд резинки я уже вяжу спицами, меняю номер с 4 на 6. И со следующего ряда начинаю вязать узор с перекрещенными петлями. Перейдя на спицы номер 6, со следующего ряда начинаю вязать узор с перекрещенными петлями. И в начале первый ряд раппорт узора составляет 10 петель. Количество петель должно быть кратно 10, то есть делиться на 10. У меня всего 90 петель, 9 повторений узора будет. И провязываю первый раппорт. Снимаю 2 петли. И лицевую петлю протягиваю впереди изнаночной. Изнаночная на первое место. Вначале провязываем изнаночную, затем лицевую за вторую стеночку. Обратите внимание, начинаем вязать ряд так, чтобы у нас совпадали дорожки лицевых петель. Вновь делаем второе перекрещивание. Провязываем изнаночную, лицевую скрещенную, третье перекрещивание, меняем петли местами, провязываем изнаночная первая, вторая лицевая скрещенная и 4 перекрещивание петель. Изнаночная, лицевая. И заканчиваем раппорт 2 изнаночные.
И начинаем повтор. Далее вновь 4 перекрещивания петель влево, 2 изнаночных. Далее смотрите вязание узора по рядам, видео по подсказке или по ссылке под видео. Необходимо вязать узор на нужную высоту. Здесь я в первой шапочке провязала 2 повторения узора в высоту. Узор 1 раппорт в высоту составляет 20 рядов. Я связала 40 рядов и далее начала вывязывать макушку. Вы можете связать узор в высоту на любую другую количество рядов, но обязательно, то есть вы можете остановиться либо после провязывания 10 ряда, то есть связать, допустим, 20 и плюс 10 рядов, то есть обязательно где-то на середине раппорта, когда у вас все петли завершено вязание направления петель влево либо вправо, и уже после формировать макушку. Итак, дорогие друзья, я провязала узор для шапки из перекрещенных петель на высоту 2 раппортов и как раз остановилась после провязывания 40 ряда. Напомню, что в высоту 1 раппорт провязывается 20 рядов, и 2 раза я повторила с 1 по 20 ряд. Сейчас у меня полотно шапки провязано на высоту 25 сантиметров, и я приступаю к вывязыванию макушки. Макушку буду вывязывать так, чтобы постепенно убавлялись петли. При провязывании каждого раппорта буду убавлять 1 петлю и плюс продолжать узор. И для этого, смотрите, при вязании первого ряда, так как у меня петли направлены сейчас перекрещиваются в левую сторону, я буду убавлять петли, именно лицевые петли, с наклоном влево. Если вы, допустим, остановились на моменте, когда у вас петли перекрещиваются вправо, то убавляйте, провязывайте 2 петли вместе с направлением вправо. Для того, чтобы убавить петли влево, я провязываю 2 петли, лицевую и изнаночную, за вторые стеночки. Вот первые 2 петли раппорта провязываю вместе за вторые стеночки. И далее выполняю перекрещивание по узору. 2 петли снимаю, первую лицевую впереди протягиваю и перемещаю на второе место. Вначале провязываю изнаночную, далее лицевая скрещенная. Второе перекрещивание, то есть точно так же, как идет по узору, но 1 петлю раппорта мы в начале убавили. Второе перекрещивание, далее 3-е перекрещивание, провязываю изнаночную и лицевую скрещенную. И до завершения раппорта 2 изнаночных. Первый раппорт провязан, и здесь уже 3, 6, 9 петель вместо 10. Начинаю повторять второй раппорт вязать, и тоже провязываю первые 2 петли, лицевую, изнаночную, вместе за вторую стеночку. При таком провязывании убавление, при таком убавлении петель, вот лицевая петелька оказывается сверху и направлена в левую сторону. И далее продолжаю вязать узор. Итак, провязываю первый ряд макушки с убавлениями. Так как в каждом раппорте будет убавлено по 1 петле, всего у меня 9 повторений узора, то у меня за ряд уйдет 9 петель. Второй ряд при вязании макушки провязываем точно так же. Вначале делаем убавление. Первые 2 петли лицевая и изнаночная провязываем вместе за вторую стеночку,
Далее делаем перекрещивание петель. Также перекрещиваю петли в левую сторону. Лицевая и изнаночная меняются местами и провязываются по рисунку. Второе перекрещивание. Меняем петли местами, провязываем изнаночная, лицевая за вторую стеночку. Третье перекрещивание. Заканчивается раппорт. Здесь одна изнаночная. И далее повтор. Вначале делаем убавление 2 петли вместе. И далее вяжем узор. Как обычно, делаем перекрещивание 3 раза. И в конце 1 изнаночная. Раппорт узора здесь сократился до 8 петель. И всего в ряду будет 9 убавлений. Перехожу к вязанию третьего ряда макушки, и в третьем ряду подобным образом убавляем петли. Первые 2 петли лицевую и изнаночную провязываем вместе за вторые стеночки. Далее делаем перекрещивание петель. 3 раза перекрещиваем петли. Лицевую и изнаночную меняем местами. И затем провязываем первую изнаночную. И затем лицевую скрещенную. И так выполняем 3 перекрещивания. И на этом петли раппорта заканчиваются. В третьем ряду уже получилось 7 петель раппорта. И начинаем второе повторение с убавления. Провязываем 2 петли лицевую и изнаночную вместе одной петлей за вторые стеночки. И выполняем перекрещивание. Итак, провязываем этот ряд. Начинаю вязать 4-й ряд макушки. И здесь в начале точно так же делаю убавление. Лицевую и изнаночную провязываю за вторые стеночки одной лицевой. Далее выполняю 2 перекрещивания. Лицевая и изнаночная меняются местами, так чтобы лицевая уходила в левую сторону. И провязываем изнаночную. Далее лицевую скрещенную за вторую стеночку. Второе перекрещивание. Провязываю изнаночную. Здесь мы перекрещивали лицевая, изнаночная. И лицевую за вторую стеночку. Последнюю петлю раппорта провязываю за вторую стеночку лицевой скрещенной. И здесь уже количество петель в раппорте сократилось до 6. Начинаю второй раппорт с убавления. Провязываю лицевую изнаночную за вторую стеночку. И далее 2 перекрещивания петель и последняя петля раппорта лицевая скрещенная. Итак, провязываю этот ряд. Начинаю вязать 5-й ряд макушки. И здесь уже раппорт узора составляет 6 петель. В начале первые 2 петли убавляем, провязываем вместе лицевой за вторую стеночку. Далее лицевая и изнаночная выполняем перекрещивание в левую сторону. Меняем местами петли, провязываю изнаночную, лицевую скрещенную. Последние 2 петли остались 2 лицевые и провязываю их вместе за передние стеночки 1 лицевой, то есть идет убавление вправо. И уже раппорт сократился на 2 петли, всего 4 петли. И получается всего 36 петель останется в этом ряду. Перехожу к вязанию 6-го ряда макушки. И здесь раппорт узора мы сократим еще на 2 петли, с 4 до 2 петель. И в ряду останется всего 18 петель. Вначале провязываю 2 петли лицевой за вторые стеночки.
Это была лицевая изнаночная. Следующие 2 петли провязываю за первые стеночки. 2 лицевых петли. И так повторяю. Вот лицевую и изнаночную провязываю за вторые стеночки. И здесь 2 лицевых провязываю за первые стеночки. И так этот ряд довязываю до конца. И затем закрываю петли макушки. И теперь, когда на спицах осталось минимальное количество петель, я обрезала нить. И теперь этот отрезок буду протягивать через оставшиеся петли. Протягиваю петли с помощью крючка и постепенно протягиваю нить и сбрасываю петлю. И так повторяю с каждой петлей.